В одном маленьком городе, где все знали друг друга, была одна девочка по имени Элиза. Она была тихой, скромной и очень умной, но часто становилась объектом насмешек и хулиганства со стороны нескольких одноклассников. Их звали Джейкоб, Бен и Дэнни. Они всегда придирались к Элизе, смеялись над ее внешностью, критиковали ее увлечения и даже забирали ее вещи. Элиза была обижена, но не знала, как себя защитить, ведь она не могла поверить, что кто-то из взрослых примет ее проблемы всерьез. Но они не знали главного. Элиза была дочерью очень важного человека. Ее отец, Джеймс Питерсон, работал в ФБР и был опытным агентом, специализирующимся на расследованиях, связанных с правами человека. Он часто бывал в командировках и много времени проводил на работе, но всегда заботился о дочери. Элиза никогда не рассказывала о своей семье одноклассникам, а те, в свою очередь, не проявляли интереса к ее личной жизни. Однажды, после очередного случая издевательств в школе, Элиза пришла домой с грустью на лице и рассказала отцу, что с ней снова произошло. Джеймс Питерсон внимательно выслушал дочь и, несмотря на свою строгую профессию, принял решение вмешаться. Он использовал все свои связи в ФБР и пообещал дочери, что они с этим разберутся. На следующее утро Джеймс Питерсон, не раскрывая своего имени, запросил информацию о каждом из тех, кто издевался над Элизой. С помощью своих коллег в разных ведомствах он быстро нашел всех хулиганов, а также информацию о их семьях и социальном положении. Джеймс решил, что наказание должно быть справедливым, но и показать, что хулиганство — это не просто шалость, а серьезное преступление. Он организовал для каждого из обидчиков встречу с психологом, который объяснил, как их поведение нарушает закон и права других людей. Также их родители были вызваны в школу, где им подробно рассказали о последствиях поступков их детей, а также о том, как их поведение отражается на имидже семей. Самым же неприятным для хулиганов было то, что их родители узнали о расследовании, и им пришлось столкнуться с социальными санкциями. После того, как родители узнали о серьезности ситуации, они начали работать с детьми, пытаясь исправить их поведение. Сами же Джейкоб, Бен и Дэнни были ошарашены, когда узнали, кто отец Элизы. Их удивлению не было предела, когда они поняли, что из-за своей глупости оказались в центре такого масштабного расследования. Элиза, в свою очередь, больше не стала целью для насмешек. Хулиганы начали избегать ее, понимая, что теперь они могут попасть под пристальное внимание, и не только от сверстников, но и от взрослых, которых они раньше считали просто непонятными фигурами. С тех пор Элиза стала жить спокойно, а ее обидчики, изменив отношение к жизни, больше не пытались ее обижать. Элиза поняла, что иногда даже маленькие дела имеют свои последствия, и что важно стоять за себя. А Джеймс Питерсон, несмотря на свою работу, всегда был рядом, поддерживая дочь и учив ее правильным жизненным принципам. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.